Сегодня, 19 августа, Tesla представила в Китае новый кроссовер Model YL, по сути, удлиненная версия Model Y, но с трехрядным салоном. У нее удлиненная колесная база, удобные отдельные кресла второго ряда и до 2539 литров объема багажника. Серьезный аргумент для тех, кто ищет практичный, но при этом современный электромобиль. 6 мест вместо привычных 5 превращают машину в более универсальное решение для семейных поездок. И то, что именно Китай стал отправной точкой для новинки, не случайно. В 2025 году продажи кроссоверов бренда в Китае пошли вниз. За первые 7 месяцев реализовано чуть больше 202 тысяч автомобилей, что на 17% меньше, чем годом ранее. В стране, которая остается крупнейшим рынком электромобилей в мире, это тревожный сигнал для компании. Конкуренция растет, а местные бренды активно штампуют кроссоверы с просторными трехрядными салонами и доступной ценой, привлекая покупателей, для которых вместительность и комфорт играют решающую роль. И Model YL создана, чтобы закрыть этот пробел. Интересно, что в 2025 году продажи Tesla заметно просели и в Европе. В первой половине года они упали на 44% по сравнению с прошлым годом, хотя европейский рынок электромобилей в целом продолжает расти. И Tesla уже заметно уступает таким конкурентам, как Volkswagen и BYD. Поэтому неудивительно, что новую удлиненную версию активно тестируют и готовят к запуску на европейский рынок. Но вопрос в другом. Станет ли эта новинка тем самым козырем, который вернет интерес к марке и позволит удержаться в гонке с местными автогигантами? Ведь конкуренция в мире электромобилей набирает обороты, и просто эффектной внешности или известного логотипа уже мало. Поэтому давайте разберемся, какие фишки и решения приготовила Tesla в новой модели, чтобы укрепить свои позиции и не потеряться среди сильных соперников. Model YL получила несколько небольших, но заметных изменений в экстерьере по сравнению с обычной Y. В первую очередь, изменилась линия крыши, а задняя часть приподнята, чтобы разместить третий ряд сидений. Задний спойлер тоже переработали. Он стал работать эффективнее, помогая улучшить прижимную силу и энергоэффективность автомобиля. Новинка оснащается 19-дюймовыми новыми аэродинамическими дисками с необычным рисунком в виде звезд. Эти изменения привели к небольшому снижению коэффициента аэродинамического сопротивления до 0,216 по сравнению со стандартной версией, где коэффициент составляет 0,22. Но самые заметные отличия новинки – это ее размеры. Длина увеличилась на 179 мм и теперь составляет 4976. Ширина прибавила 62 мм до 1982, а высота стала на 46 мм больше и достигла 1668. Колесная база тоже выросла, теперь 3040, что на 150 мм больше стандартной версии. Дорожный просвет также увеличили, правда всего на 2 мм, и теперь составляет 169 мм. В итоге автомобиль стал больше не только внешне, но и по массе. Она перевалила за 2 тонны и составляет 2088 килограммов. Как вы уже поняли, все эти увеличения габаритов сделаны ради того, чтобы разместить в салоне 3 ряда сидений. Но Tesla решила ограничиться 6-местной компоновкой с капитанскими креслами во втором ряду. При этом в компании отмечают, во всех 3 рядах предусмотрено достаточно пространства для ног, а все сиденья оснащены электрорегулировкой и подогревом. Однако вентиляция предусмотрена только для переднего и второго ряда сидений. Передние сиденья получили новую форму и регулируемые подголовники, так что водитель и пассажир могут настроить их максимально под себя. А второй и третий ряды складываются одним нажатием кнопки, что делает трансформацию салона более удобным. Еще интересный момент – электроподлокотники на сиденьях второго ряда для дополнительного удобства, а для задних пассажиров предусмотрены подстаканники. Новая удлиненная версия получила дополнительные вентиляционные отверстия на стойках, чтобы задние пассажиры могли индивидуально регулировать циркуляцию воздуха.
Удлиненная версия в целом повторяет дизайн и интерьер стандартной версии, но отличия все же есть. Например, в обычной Model Y, независимо от цвета салона, обивка потолка всегда серая. В Эльке потолок стал черным, что хорошо сочетается с панорамной крышей. В салоне теперь установлен новый 16-дюймовый центральный сенсорный экран, тогда как у стандартной версии он 15 и 4-дюймовый. Передняя беспроводная зарядная площадка тоже обновилась. Теперь она может одновременно быстро заряжать два устройства мощностью 50 и 30 Вт. Аудиосистема тоже получила апгрейд. Добавили новый динамик на центральной консоли и по два дополнительных динамика на дверных панелях. В итоге фирменная аудиосистема предлагает 18 динамиков с сабвуфером. Еще одно удобство – зарядные USB-порты для каждого сиденья, как второго, так и третьего ряда. Элька стала практичнее. Если сложить второй и третий ряды сидений, объем багажника достигает 2539 литров. Но и за третьим рядом места хватает – 420 литров для повседневного использования. А для разных мелочей спереди предусмотрен отдельный небольшой багажник на 116 литров. Что касается мощности, новинка получила двухмоторную систему полного привода с общей мощностью 462 силы, что на 12 лошадей больше, чем у обычной версии с полным приводом. Передний электродвигатель выдает 190, задний – 266 сил, благодаря чему кроссовер разгоняется до 100 км в час за 4,5 секунды. Максимальная скорость при этом достигает 201 км в час. Новый автомобиль построен на 400-вольтовой платформе и оснащен трехкомпонентной литий-ионной батареей емкостью 82 кВт-часа, которая по оптимистичному китайскому циклу обеспечивает 751 км запаса хода. При этом заявленный расход энергии составляет 12,8 кВт-часа на 100 км. Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 250 кВт. Для сравнения, стандартная версия предлагается с батареями на 62,5 или 78,4 кВт-часа. Как говорят в компании, для улучшения безопасности новый кузов стал заметно жестче, а внутри оснащен 3 рядами подушек безопасности. Общая площадь их покрытия составляет почти 4 квадратных метра, что перекрывает более 95% продольного пространства салона. Как и стандартная версия, новинка оснащена набором систем помощи водителя Full Self Driving с возможностью автопилота второго уровня. Кроме того, инженеры доработали шасси, амортизаторы с плавной регулировкой демпфирования подстраиваются под состояние дороги. Это помогает эффективно гасить вибрации и улучшает сцепление с поверхностью и устойчивость на дороге. Предварительные заказы на удлиненную Model YL уже стартовали в Китае. Этот трехрядный кроссовер можно приобрести по цене от $47 200 в пересчете с местной валюты. А первые покупатели смогут забрать свои машины уже в сентябре, после полноценного запуска в Китае. Ожидается, что Элька доберется и до европейского рынка. На глобальном рынке, где конкуренция становится все жестче, компания активно усовершенствует свои модели, чтобы привлечь новых клиентов. Tesla не стала исключением, представив трехрядный кроссовер, который обещает стать практичным выбором для семей. Насколько он действительно удобен и функционален, каждый новый покупатель решает для себя сам. Одно можно сказать точно, такие шаги показывают, что даже лидеры индустрии готовы меняться и идти навстречу ожиданиям своих потребителей. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.